Несколько недель назад у меня умерла бабушка. Мы с бабушкой были очень близки, так что я, можно сказать, до сих пор не оправилась. Но то, что произошло со мной 3 дня назад, объяснить депрессией никак нельзя. Я шла по улице от метро домой, и у меня зазвонил мобильный. На экране высветилась бабушка. Я вздрогнула, но быстро сориентировалась. Наверное, дедушка взял бабушкин телефон и не поменял симку. Я приняла звонок. Поднесла трубку к уху и услышала голос бабушки. Живой, радостный, такой, как был у нее всегда, даже во время болезни. Ничего потустороннего в нем не было. Бабушка говорила со мной, как ни в чем не бывало. Спрашивала о каких-то глупостях. Я застыла, как вкопанная. Люди от меня шарахались. Из бабушкиных слов я поняла, что там, откуда она звонит, не было ни болезни, ни ее смерти, ничего такого. Там все хорошо. «Бабушка, где ты?» Наконец смогла я спросить срывающимся голосом. «Да в институте у себя. Скоро пары начнутся. Где мне еще быть?» «Бабушка, ты только не бросай трубку. Я сейчас приеду». «Да зачем?» – спросила бабушка. «Не бросай». Резко пришло сознание, что если звонок прервется, больше я бабушку не услышу и уж тем более не увижу. Не знаю, откуда была эта мысль. Я тогда, разумеется, была несколько не в себе. В метро спускаться не вариант, сигнал прервется. Я стала шарахаться у дороги, как зомби, ловить такси, отвечая невпопад на щебетание бабушки. Но тут все прервалось. Голос бабушки исчез, а вместо него я услышала. Как бы это описать? Что-то вроде автоответчика, вроде голоса, который говорит: абонент не отвечает или временно недоступен, только голос был неприятный женский, а мужской, очень глухой и странный, но абсолютно механический, ничего живого в нем не было. Этот абонент не должен с вами разговаривать. Этот абонент не должен с вами разговаривать. Повторял механический голос. Я орала в трубку, как сумасшедшая. Бабушка, бабушка. А потом со всей дури грохнула мобильный об асфальт. Как дошла домой, плохо помню. Проспала потом почти сутки. Очухавшись, спросила у дедушки, где бабушкин мобильный. Со дня ее похорон он лежал включенный в ящике, а симку он вообще выкинул. Одно меня радует в этой истории. Если я не съехала с катушек и действительно слышала то, что слышала, бабушке там, где нас сейчас хорошо. Да, и, кстати, с работы я возвращалась абсолютно трезвая. Наркотики не принимала. Галлюцинаций у меня никогда в жизни не было, ничего мистического до этого случая в моей жизни тоже не случалось. В такси села женщина с большим букетом цветов, нервно перебирая подол платья. «Быстрее, пожалуйста, я опаздываю». «Наверное, на праздник кому-то?» – спросил таксист. «Да, к дочери на день рождения. Ей сегодня 25 лет исполняется. Она ждет меня к 3 часам». На часах было 14:40. «Ну, тогда поехали быстрее, чтобы не опоздать. Говорите адрес». «Здесь недалеко, северное кладбище, пожалуйста», — сказала она и посмотрела на водителя глазами, полными горечи и слез. Он посмотрел на нее с удивлением, но ничего не сказал, только слушал эту женщину, которая продолжала говорить, едва не плача. «Понимаете, моя Юлечка оставила меня еще месяц назад, а вчера звонит мне и говорит: мама, если ты так по мне скучаешь, приходи ко мне на день рождения в 3 часа дня. Мы посидим с тобой и поговорим». На лице женщины появилась дрожащая улыбка. «Она меня ждет. На улице было жарко, везде пробки». «Боюсь, не успеем», — сказал водитель. «Ничего страшного, здесь уже недалеко, я пойду пешком». Женщина вышла и быстрым шагом направилась в сторону кладбища, скрываясь за поворотом. Движение машин возобновилось, и таксист поехал дальше. Проезжая тот самый поворот у кладбища, он увидел знакомые ему цветы, разбросанные по дороге. Произошла жуткая авария. Была сбита насмерть та самая женщина. Водитель посмотрел на часы. Было ровно 3 часа. Все-таки успела. Мне эту историю рассказывала бабушка. Живет она в своей квартире большую часть жизни, и ничего необычного в ней не происходило. Но, говорит, как-то раз ночью мучила ее бессонница. Пошла она в ванну умыться. Свет включила только в коридоре, а ванной почему-то не стала. Ну, такая привычка у нее. Умылась, вытерла лицо полотенцем и пошла на кухню готовить чай. И тут увидела, что отражение ее в зеркале осталось, словно застыло. Она с дверного приема на него смотрит, а отражение на нее.
Говорит, жутко стало, закрыла она на всякий случай дверь в ванную и щеколду и отправилась чай заваривать. Сказала, что теперь ночью старается в зеркало вообще не смотреть, мало ли что.